Здравствуйте, вы на канале Баланс стиля. Недавно мне посчастливилось найти такую интересную универсальную выкройку, которая может выступать в качестве двух видов летних накидок, может быть верхней частью платья, а также ее можно накрутить как тюрбан. Внутри находится выкройка на 3 размера S, M и L, производитель Angelina Di Bello из Монреаля. Разумеется, внутри все указано на английском и французском, но это не проблема, все, что нам нужно, я переведу. Итак, давайте посмотрим. Для начала посмотрим, что у нас входит в комплект помимо выкройки. Какая дополнительная информация, дополнительные материалы и так далее. Так, здесь информация о том, как делать юбку солнца. Этот вариант при свернутой ткани вдвое, этот при свернутой ткани вчетверо. Savage – это кромка. Размеры указаны в первую очередь в дюймах, так они отмечаются 2 черточками, и в скобках в сантиметрах. Здесь указан вариант, как добавлять ткань к низу изделия, если ее не хватило при выкраивании. Непривычный для меня способ, и мне кажется, это будет странно смотреться в готовом изделии. Думаю, все мы прекрасно знаем, как делать юбку солнца, поэтому не буду на этом останавливаться. Смотрим дальше. Так, здесь, в общем-то, вся та же самая информация, но на французском. Так, далее нам показана информация по поводу юбки полусолнца. Информация на французском и та же самая на английском. Значит, что здесь сказано? Прежде чем разместить подол, примерьте юбку со швом по центру сзади или сбоку и выберите наилучший эффект в соответствии с вашей тканью. Если у вас боковой шов, горизонтальные полоски создадут диагональные полосы по центру спереди и по центру сзади, а клетчатая ткань придаст вам эффект смещения по центру спереди и по центру сзади. Юбку из простой ткани также можно носить со швом сбоку. Так, далее информация по поводу лифа. Если хотите получить более широкую полосу сзади, расширьте узор от Е по центру спинки до С, как показано на рисунке. Далее. Так, далее у нас купон на заказ материалов. Новая книга под названием «Основные стежки, швы и аксессуары», том 3. Это нам не интересно. Здесь также купон на заказ материалов, шаблоны брюк. И на французском. Так, мы добрались до основного. Очень плотная бумага, нравится. И размер листа большой, пожалуй, перемещусь на пол, иначе камера не захватит все целиком. Здесь дана информация по поводу юбки полусолнца. На английском она называется полукруглая юбка. Чтобы не высчитывать никакие радиусы, здесь уже даны шаблоны на несколько размеров. Талия 55,8 см, 59,6, 64,7 и так далее. Так, здесь дана более подробная информация о том, как выкроить юбку солнца. Не будем на этом останавливаться. Дальше. Здесь о том, как подготовить место под молнию. Вот мы видим информацию по поводу того, как изготовить косую бейку. Даже без перевода видно, что она делается точно так же, как привыкли мы. Видео о том, как изготовить косую бейку, я уже снимала, ссылку оставлю в описании. Переходим дальше. В целом здесь вся информация по поводу того, как подготовить юбку с нуля до готового изделия. Меня же больше интересует дать вам информацию по поводу универсального лифа. Вот наша полноразмерная выкройка лифа, дана на 3 размера. И здесь примеры того, как ее можно использовать. Разбираемся. Это у нас кромка. Если это у нас кромка, значит долевая будет располагаться горизонтально. Ну, почему бы и нет. Вот это та самая точка Е, которую мы можем увеличить. Значит, это линия центр спинки. Это линия шва, которая проходит
от затылка до шеи. Прежде чем выкраивать, разберемся, какая информация здесь дана, чтобы изготовить этот лиф. Так, здесь сказано, этот узор можно разрезать вдоль или поперек в зависимости от текстуры ткани. Итак, для изогнутых участков тканей и трикотажа. Чтобы сохранить форму, прошейте загнутые края каждой детали от А до Б. Тот открытый участок спинки. От центра спинки до центра шеи. Я буду выкраивать не из трикотажной ткани, она абсолютно не тянется, поэтому прокладывать эту строчку мне не обязательно. Но для трикотажных тканей здесь указано, что фиксирующий стежок – это машинный стежок на одном куске ткани от 10 до 12 стежков на дюйм, 2,5 см, чтобы предотвратить растяжение ткани. Далее, соединение наших деталей. Простой шов. Соедините два куска ткани, совместив пронумерованные вырезы на вырезе горловины и по центру спинки. Примерьте лиф и отрегулируйте вырез, увеличив или уменьшив припуск на шов на затылке или по центру спины. Если ваши руки не проходят в отверстие, не соединяйте шов на затылке. Обработайте два шва отдельно и сделайте 2 петли. Прикрепите 2 маленькие пуговицы. Здесь дана информация по поводу французского шва. Как сделать французский шов, я уже показывала в видео о том, как сшить наволочку. Ссылку оставлю в описании. Не вдаваясь в подробности, для того, чтобы изготовить французский шов, нужно сначала детали соединить изнанка к изнанке, обрезать припуски, вывернуть детали и сшить детали, соединяя лицом к лицу, закрывая припуски. Здесь простая обработка края. Переходим дальше. Информация по поводу косой бейки. Информация о том, как пришивать косую бейку. Трикотаж. Для того, чтобы лиф лучше сидел, поскольку трикотаж растягивается, используйте кусочек резинки шириной 0,3 см. Она должна быть вшита между вырезами по центру спинки от Е и заканчиваться на С. От Е до С. В подол можно вставить резинку шириной 0,6 см. Машинная прострочка вверху и внизу подола. Соедините край резинки по центру спинки и пришейте невидимой строчкой. Больше здесь никакой информации не дано, но вот это интересно, сказано прошить невидимой строчкой, а как делать невидимую строчку не сказано. Но я уже снимала видео о том, как сделать невидимую строчку, ссылку оставлю в описании. Это линия разреза, по которой можно удлинить или укоротить эту деталь. Также подобные вырезы даны вот здесь и вот здесь, по которым мы можем увеличить или уменьшить нашу выкройку. При моделировании любой выкройки на продажу, даже такой простой, как эта, оставляют пространство для маневра. В целом без этого и никак, потому что не существует универсальной выкройки, которая идеально сядет на всех. Это я к тому, что если вы начинающая швея и не хотите строить выкройки самостоятельно, при покупке выкройки будьте готовы к тому, что в процессе пошива придется вносить много правок. Я выкрою эту деталь по размеру S, в таком виде, в котором она есть на данный момент. Посмотрим, насколько она хороша, без внесения каких-либо изменений. Припуски буду оставлять только в местах соединения со второй деталью. По краям оставлять припуски не буду, как если бы я обрабатывала это изделие косой бейкой. Выкроила 2 детали. Сейчас буду соединять по центру спинки и по центру шеи. Я соединила детали, и теперь посмотрим, выглядит ли это изделие в разных вариантах так, как нам обещано на рисунках. Я не обрабатывала края, так как это у меня образец. Вот первый вариант, как можно носить это изделие. Выглядит почти так же, как нам обещано. Так, спереди. И вот так сзади. Этот манекен почти полностью повторяет мою фигуру, и в идеале мне нужно было бы слегка изменить этот шов. Вверху мне нравится, как он соединяется с телом, а вот внизу стоило бы убрать по сантиметру с каждой стороны. То есть изменится угол соединения. В целом изделие выглядит хорошо и похоже на то, что нам обещали, но я бы внесла некоторые правки. Например, углубила, условно говоря, пройму и вставила по низу изделия резинку. Впрочем, в инструкции об этом и говорится, что резинка вставляется не на всю длину низа, а определенный отрезок.
Либо вместо резинки можно было бы добавить выточку. Пробуем следующий вариант. Буду укладывать лиф так, как если бы это был верх платья, с образованием драпировки. Чтобы сделать из этого изделия верх платья, придется вносить больше правок. Самая основная – низ изделия, так как оно сделано топом и даже не доходит до линии талии. Но в целом, как верх изделия, оно мне нравится. Если не удлинять детали по низу, можно соединить с юбкой только по передней части. Тоже будет очень красиво. Но, как я уже и говорила, нужно будет добавить либо выточку, либо резинку. С внесенными изменениями топ выглядит гораздо лучше. Также его можно уложить, чтобы декольте было более открытым. В таком варианте тоже нужно вставлять резинку, чтобы добиться идеального прилегания. Этот способ выглядит в целом так же, как и на рисунке. Топ короткий, он заканчивается четко на линии объема груди третьим. Для такого варианта лучше использовать совсем тонкую, хорошо драпирующуюся ткань. Моя ткань драпируется неплохо, но можно лучше. Возможно, если использовать эластичную ткань, резинка и не понадобится. Просто нужно будет посильнее затянуть. И также вместо этого узла я бы, возможно, использовала кольцо. Должно смотреться получше. В ближайшее свободное время я переведу эту выкройку в PDF-формат и выложу ее вам для скачивания. Следите за обновлениями. Если вам интересен подобный формат и любопытно, что создают наши иностранные коллеги, швеи, модельеры и дизайнеры, пишите в комментариях. Я буду находить для вас интересный уникальный материал. На данный момент у меня уже есть несколько вариантов для обзора и обсуждения. Например, как эта интересная выкройка нескольких видов свадебных платьев от Vogue. На этом все. Шейте с удовольствием и будьте стильными!